После подписания Брестского мира в марте 1918 года войска кайзеровской Германии оставили крепость Брест-Литовск. Затем ненадолго сюда вошла Красная армия, но под натиском наступления поляков вынуждена была с небольшими боями покинуть Брест и крепость. И почти 20 лет цитадель над Бугом находилась в польском владении. После 4 лет Первой мировой войны крепость имела удручающий вид. Ее жгли и подрывали при отступлении российские военные. Обстреливала немецкая армия при наступлении. А во время оккупации разбирали на кирпичи, как немцы, так и местные жители. Поляки пришли к выводу, что использовать крепость как военно-оборонительный форпост бессмысленно, и принялись переделывать ее вроде как под военный поселок, не только с казармами и кадетскими учебными заведениями, но и с гражданской инфраструктурой. Напротив северных ворот была красивая аллея, рядом находилась 7-летняя средняя школа, перед ней располагалась жандармерия. На площадке, огороженной живой изгородью, ученики играли в лапту и волейбол. Рядом с ней небольшой деревянный домик с харцерской комнатой, польской скаутской организацией. Вероятно, эта скульптура является немым свидетелем тех далеких времен. На Кобринском укреплении располагались дома для офицеров и постоянных сержантов, а также магазины, почта, парикмахерская и обувная мастерская. Чтобы военные и гражданские с пользой проводили свой досуг, построили стадион, оборудовали теннисные корты, а зимой на радость детворе заливали каток. В 2 отсеках казармы возле Комских ворот располагался музей, основанный офицерами и археологами-любителями. В экспозиции были исторические документы, старинные монеты, предметы обихода и стол, за которым был подписан Брестский мир. Немалый вклад в восстановление крепости внесли солдаты 9-го саперного полка. Они расширили бойницы внешней казармы цитадели в окна. Над Тереспольскими воротами соорудили водонакопительную башню, откуда вода самотеком шла в казармы. На радость взрослым и детям, рядом с Тереспольскими воротами, солдаты этого полка возвели саперную пристань с красивой балюстрадой и ступеньками, ведущими к воде. Ежегодно здесь летом проводили праздник – саперные венки, с водным парадом и вечерним салютом. Все подразделения полка участвовали в подготовке праздника. Одни занимались подготовкой плавсредств, кто-то отвечал за пиротехнику, кому-то поручалось оформление площадки. Вот как описывает этот праздник Александр Суворов в своей книге «Брестская крепость. Война и мир». Накануне вечером, в свете горящих в сумерках факелов, проходила торжественная перекличка павших. На следующий день ворота крепости распахивались для всех желающих. Сюда стекались многие тысячи людей из города. Мост, соединяющий цитадель с Тереспольским укреплением, украшался цветными лентами и лампочками. В крепости сооружался шумный городок-аттракцион. На Буге устраивался веселый парад. Выплыла целая флотилия лодок, превращенных к восторгу детворы и остальной публики в сказочные суда. С наступлением темноты в воду с пристани опускались венки, украшенные свечами. Река медленно уносила их вдаль. Праздник после этой торжественной церемонии продолжался до поздней ночи. В середине 20 века в западной части Кобринского укрепления возвели казарменный городок 30-го Полесского полка легкой артиллерии войска польского. Комплекс включал двухэтажную казарму, штаб, склады военного имущества и ряд вспомогательных построек. Казарма и штаб построены в строгих формах польского конструктивизма и облицованы серым цементным кирпичом. К зданиям вели дороги из булыжника, так называемая трелинка. Накануне Великой Отечественной войны в казарменном городке дислоцировался штаб и личный состав 125-го стрелкового полка Красной армии. В послевоенное время располагался 111-й гвардейский артполк. Сейчас здесь находится молодежный патриотический центр. Еще в 19 веке крепость Брест-Литовск была оснащена сетью узкоколейных железных дорог. По ним доставляли провиант и строительные материалы. Со временем царская узкоколейка пришла в негодность по причине военных действий и была заброшена. Но польские специалисты решили возродить эту добрую традицию. Использовали заброшенные участки, проложили новые рельсы. Поезд состоял из небольшого паровоза и 2 или 3 вагончиков, внутри которых находились длинные деревянные скамейки,
Узкоколейка связывала центр города с крепостью. Маршрут проходил через парк по живописному берегу Муховца. За умеренную плату ежедневно этим видом транспорта пользовались местные жители и школьники. Горожане ездили за покупками, а подростки ради развлечения. Вот как они об этом вспоминали время спустя. Это было для нас своего рода развлечением. Почти все знали друг друга, поэтому это было местом встреч и налаживанием контактов. После обеденными пассажирами были главным образом взрослые, которые ехали за покупками или с целью развлечься. Во время поездки заботились о нас незабываемые кондукторы Чапский и Русинюк, смотревшие сквозь пальцы на наши ребячьи шалости. Поездка длилась около 20 минут, очаровательным маршрутом, ведущим вдоль живописного, зеленого берега Муховца. Такая спокойная, размеренная жизнь Брестской крепости протекала до осени 1939 года. 1 сентября нацистская Германия напала на Польшу, а 2 числа немцы бомбили крепость. 7 самолетов около 5 вечера сбросили на цитадель 10 бомб. Одна из них попала в Белый дворец. По чистой случайности обошлось без больших жертв. Пострадали всего 2 человека. Один был убит, второй ранен. Защищать крепость от стремительно наступавшей немецкой армии остался лишь небольшой гарнизон. Большую часть военных буквально за пару недель до штурма крепости отправили из Бреста на запад. Возглавил польских защитников отставной генерал Константин Плесовский, довольно опытный военачальник. В свое время он служил кадровым военным в российской царской армии. 14 сентября к Бресту и крепости подошел 19-й немецкий корпус под командованием генерала танковых войск Гейнца Гудериана. Он знал о малочисленности защитников крепости и рассчитывал взять ее быстро и легко, но ошибся. Польские военные самоотверженно защищали цитадель. В крепостных воротах они поставили легкие французские танки Рено, которые не позволили немцам сходу войти в крепость. Мосты были сожжены, подходы к крепости заминированы. На валах оборудовали пулеметные гнезда и расставили снайперов. Один из них тяжело ранил подполковника Браубаха, адъютанта Гудериана. Поначалу казалось, что ранение не смертельное, но через несколько дней началось заражение крови, что привело к летальному исходу. Для генерала это стало тяжелой утратой. За 4 дня сражений небольшой польский гарнизон 7 раз отбил немецкое танковое наступление, но потеряв до 40% личного состава, генерал Плесовский принял решение прекратить сопротивление. В ночь на 17 сентября оставшиеся в живых бойцы польской армии покинули крепость и по единственному уцелевшему Тереспольскому мосту направились в сторону Тересполя. На Кобринском укреплении продолжали сдерживать атаки немцев добровольцы под командованием капитана Вацлава Радзишевского, но и они продержались недолго. Ночью 17 сентября остатки батальона покинули цитадель и с одним арт-орудием заняли форт Графберг, переименованный поляками форт Сикорского. Утром 17 сентября немцы с немалыми потерями вошли в опустевшую цитадель, которую несколько дней спустя передали Красной армии. В следующую субботу я расскажу, сколько часов отводили немцы на захват крепости 22 июня 1941 года, как закончился первый воздушный бой над Брестской крепостью, кто был последним защитником цитадели,